Здравствуйте. А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира, а не возродить ли нам Министерство автомобильной промышленности СССР, предложил Алексей Подщеколдин, председатель РУАД Ассоциации автомобильных дилеров России, профсоюза кредитных миллионеров. Он предлагает вернуться в Советский Союз и сиять заставить заново величественнейшее слово «Минавтопром». Алексей Подщеколдин говорит: в России необходимо воссоздать Министерство автомобильной промышленности, иначе отрасль не вывести из кризиса. Приводит цифры, поскольку с ними любое утверждение выглядит более весомо. В 1985 году в СССР было выпущено 2 миллиона 248 тысяч автомобилей, из них 1 333 000 легковые. В 2025 в России собрали 830 тысяч автомобилей всех типов – легковые, грузовые, автобусы. Оказывается, автомобили в России выпускают мало не потому, что война и Путин, а потому что нет министра. И если собрать больших начальников, выдать каждому по большому кабинету, наделить большими полномочиями, то производство оживет, рынок проснется, план пятилетки будет перевыполнен за 3 года, и страна получит долгожданный 1 миллион грузовиков ЗИЛ-130, 1 миллион автобусов ЛиАЗ-677 и легковушек на сдачу. Как всегда, все в стране хорошо, все есть, нет только министра, который расскажет отрасли, как надо работать. В Европе неплохая автомобильная промышленность у Германии. Мерседес, BMW, Porsche все еще хорошо продаются, вызывают интерес у всего мира. Но в Германии нет Министерства автомобильной промышленности. Никто не вызывает директора Мерседеса Ола Калениуса на ковер и не требует от него перевыполнения плана. Директор BMW Оливер Ципсе справляется сам, без указаний министерства. Михаил Лейтерс умеет делать Porsche без директив и распоряжений министра. Франция делает автомобили. У Франции есть одна порочная особенность – Renault принадлежит государству. Но во Франции нет Министерства автомобильной промышленности. Директор Renault Франсуа Право никому в высокий кабинет не ходит, ничьих ценных указаний не спрашивает, никакой проверки из министерства не ждет и не боится. Хотя как государственному служащему ему министерство полагается. Директор по производству группы Peugeot Citroën Максим Пика делает автомобили, созваниваясь лишь с Кристианом Штрайфом, руководителем концерна Stellantis, и ни про какое Министерство автомобильной промышленности Франции даже не догадывается. Без какого бы то ни было тематического министерства живут японцы. Они создали вполне успешную отрасль, россыпь отличных фирм, но никто ни разу не спросил никакого разрешения. Сакиди Тойода даже не знал, что ему надо искать ближайшего начальника и спрашивать у него, как правильно изобретать ткацкий станок, как потом выпускать автомобили. Нет Министерства автомобильной промышленности в Америке. И никогда не было. Генри Форд провел автомобилизацию Америки без спросу, без единой справки из Минавтопрома. Никогда не ходил отчитываться о проделанной работе, никогда не брал повышенных соцобязательств. Когда в 1903 году Уильям Дюрант создал самый большой автомобильный концерн в мире General Motors, он поставил Америку и планету Земля перед фактом, не имея на руках ни одного завизированного министром документа. Америка, получив Форд, Кадиллак, Олдсмобиль, Бьюик, GM, Pontiac, Chevrolet, так и не сообразила, что ими надо руководить, давать распоряжения, писать ведомственные инструкции, создавать регламенты. И все они прожили 100 лет без Министерства автомобильной промышленности США. В Китае, сумевшем создать отрасль в чистом поле, слепив из глины и палок, Министерства автомобильной промышленности до сих пор нет. Несмотря на социализм, деспотизм, централизм. Китайцы делают автомобили в соответствии с политикой коммунистической партии, но без тематического министерства и министра в большом кабинете. Ликвидация Министерства автомобильной промышленности СССР была одной из немногих здравых идей перестройки. Хочешь автомобили – перестань ими руководить. Но не удержались. Не получилось, и сначала возник Автосельхозмашхолдинг, затем автомобильный отдел в Минпромторге. Минпромторг принялся указывать, требовать, распоряжаться и уничтожил автомобильную отрасль наравне с остальной промышленностью.
Нынешняя идея срочно получить хомут оглобли начальника с кнутом, чтобы они, вопреки Путину и войне, вытащили автомобили из общего кризиса, продиктована только персональным намерением профорга Подщеколдина сесть в министерское кресло. Но чтобы все развалилось не сразу, хоть какое-то время держалось и руководилось, выгоднее создавать не министерство, наркомат автомобильной промышленности, укрепить его кадрами НКВД, под руководством Берии провести чистку, избавиться от врагов народа, возродить демонстрации на 7 ноября и начать регулярно привозить в Кремль на одобрение отечественные новинки, где их сразу назовут лучшими, после чего наградят наркома Подщеколдина, а затем по обыкновению расстреляют. Главное автомобильное событие в мире – «Мерседес». Никто не пройдет мимо, все обернутся, расскажут, почему себе такой не купят. «Мерседес» про всемирное вожделение знает, гордится заранее. Сегодняшнему флагману С-класса 6 лет. Машина в 223-м кузове пришла на рынок в 2020-м. Поэтому ей полагается рестайлинг, рекламная кампания, старт продаж на этой неделе. Все фирмы рестайлинг выдают за прорыв и стараются обмануть клиентов рассказами о тотальном обновлении. Каждый рестайлинг сопровождается изобретением колеса, завораживающим процентом новизны. Пиар заранее дрессирует клиентов рассказами об уникальности именно этого рестайлинга, предлагая им выучить аргументы наизусть, чтобы побеждать в споре владельцев конкурирующих брендов, сочиняя сказки о невиданном обновлении. «Мерседес» всегда садится на 2 стула, пытаясь в полете определить более выигрышную позицию, до последнего не зная, о чем выгоднее всего сочинять. То ли о комфорте, который вот теперь точно стал комфортабельным, то ли о езде, которая вот теперь точно стала ездовая. Но про моторы в последнее время лекция получается все скучнее. Прежде «Мерседес» был честным. Если писал на багажнике 500, это означало 5-литровый двигатель, обязательный V8. Теперь цифры на багажнике лишь обнадеживают, не имея отношения к объему. Инновационный флагман Mercedes S-класса версии S450 и S500 имеет одинаковый объем 3 литра. Это одна и та же рядная шестерка с турбиной, но с разными прошивками. Тот самый тюнинг, который старается запретить частным гаражам, когда клиент покупает самую дешевую версию, а потом поднимает мощность клавишей Enter. Самая слабая заводская прошивка дает S-классу 308 лошадиных сил. Самая большая – 435 лошадиных сил. Но тот же S450 может быть не только бензиновым, но и дизельным. И с этим же дизелем машина может получить на багажник шильдик еще и 350. В обоих случаях мотор одинаковый, мощность разная. Утомлять клиента этими лукавыми цифрами ни к чему. Он погаснет на первом же моторе и, проспав всю лекцию, так и не выучит, чему ему полагается гордиться, чтобы свести технические аргументы к одной строке. «Мерседес» заявляет, что применил в машине 2026 года 2700 изменений, всем шампанского. Про главную причину раздражения – огромный планшет посреди торпеда. Фирма помалкивает. Обещает подумать, давая понять, что в действительности мнение потребителя ее не интересует. Если у конкурентов поперек машины торчит огромный телевизор, значит и у «Мерседеса» будет торчать. Как только другие наиграются и уберут, так и «Мерседес» тоже уберет. Поэтому всемирная премьера всемирного автомобиля сосредоточена на том, что хоть и бесполезно, зато прежде такого не было. Самое главное, после 140 лет эволюции на рестайлинге 2026 года трехлучевая эмблема получила подсветку. Теперь звезда «Мерседеса» действительно звезда и светится, как у всех прочих конкурентов. «Мерседес» со своей подсветкой догнал вчерашний день, чем очень гордится. Зато и решетка радиатора получила китайские лампочки по периметру и тоже сияет, как у всех прочих. Главная интрига действительно интересная. Автопилот 3-го уровня. Основное различие между уровнями автономности 2 и 3 заключается в том, что на уровне 2 водитель по-прежнему отвечает за поездку, тогда как на уровне 3
Эта ответственность переходит к технологии. Таким образом, если на уровне 2 водитель должен постоянно следить за поездкой, то на уровне 3 он может заниматься другими делами. Например, смотреть фильм на торчащем во весь салон телевизоре. «Мерседес» с задачей не справился. «Мерседес» со своим флагманом в 223-м кузове был первым производителем, предложившим автономность третьего уровня. На момент выхода на рынок в 2020 году технология работала на скорости до 60 км в час, предназначаясь для городских пробок. Затем доросла до 95 км в час, претендуя на шоссе. В нынешний рестайлинг ожидалось, что «Мерседес» поднимется до 130 км в час и выйдет на автобан, пусть даже в правый ряд к инвалидам и пенсионерам. Не смог. Процессоры NVIDIA не позволили. Из-за них Mercedes не смог даже дотянуться до знаковой отметки в 100 км в час. Увеличение производительности процессоров на 5 км в час потребовало бы возить с собой грузовой прицеп с компьютером. И Mercedes вовсе отказался от третьего уровня, оставив в рестайлинговом инновационном самом совершенном автомобиле Германии и планеты Земля автопилот 2++. Кому нужен третий уровень, да еще чтоб гнал во всю Ивановскую, зайдите попозже. Чтобы все утешились, отстали и не надоедали вопросами, Mercedes предлагает смаковать на рестайлинговом флагмане пневмоподвеску, которая научилась через облако узнавать у соседних Мерседесов про выбоины и заранее меняет давление под предстоящие неровности, имитируя истинный комфорт парящего над жизнью и действительностью ковра самолета. 2700 обновлений есть, мировая премьера есть, новой машины нет. Про Италию еще помнят, в основном благодаря Венеции, задиристой Джорджии Мелони. Прочие события датированы ковидом, с которым Италия оглушительно не справилась, нашими «Жигулями», в остальном Древнеримской империей. Итальянские автомобили дольше всего держали фокус всемирного внимания. Италия очень контрастно делала по-настоящему великолепные машины и по-настоящему крошечные – Феррари, Альфа-Ромео, Лянча, Ламборгини, Фиат Тополино, Фиат 500, Фиат Панда. Дизайн-студия Азном Автомотив – это ателье инт-пошива, создающее автомобили, желательно в одном единственном экземпляре. Но такие, чтоб наотмашь. Девиз ателье – все эти машины когда-то были лишь мечтой в чьей-то голове. В прошлый раз Азном пугал планету проектом Палладиум. В 2020-м итальянцы взяли Dodge Ram и замаскировали дизайном до неузнаваемости, но не уместились в пропорции, не сумев сделать красиво. Теперь Азном придумал автомобиль Epoch. Это дважды исторический проект. Во-первых, потому что возвращает к историческому периоду арт-деко. Во-вторых, потому что вписывает Азном в историю человечества. Про Epoch будут говорить разное. Он кому-то не понравится, кого-то восхитит. Кто-то непременно сохранит в памяти подробности, будет способен поддержать разговор о машине техническими характеристиками, но в историю автомобилестроения Epoch войдет как самый грандиозный. В том смысле, что самый длинный. 8 метров. Кто на свете всех длиннее, всех румяней и белее? Epoch настолько большой, что затмевает главный автомобиль Америки, президентский лимузин Дональда Трампа, который всего 5,5 метров. Epoch длиннее лучшего автомобиля человечества – Bugatti Тип 41 Рояль, у которого 6,2 метра. Epoch больше любого Роллс-Ройса, Бентли, 770-го Мерседеса, Майбаха Цепелина. 8 метров ни у кого из них нет. Ну и чтоб 2 раза не вставать, колеса у автомобиля 30-дюймовые. Победив всех в метровом зачете, Азном заявляет намерение оставить след в искусстве и называет проект стилистическим переосмыслением классических принципов кузовостроения. Причем классицизма тут больше ожидаемого. Самый длинный автомобиль в мире сохранил классическую раму. Итальянцы готовы превратить тип кузова в лимузин, поставив заветную перегородку, отделяющую мир наемных водителей от мира богатых.
Но сейчас это седан. Вместо привычного сидения пассажирская часть салона Epoch исполнена в стилистике кофейного зала антикварного бутик-отеля с мягкой мебелью, сервировочным столиком. Хотя и тут итальянцы начинают путаться в показаниях, поскольку замах на комфорт они полагают соответствующим интерьером яхты и самолета, никак не отеля. Современные технологии внедрены в интерьер без натиска. В жизни дешевых клиентов главным в доме остается телевизор. Поэтому «Мерседес» и прочий повседневный люкс втыкают дисплеи во все места и непременно побольше. Антикварный бутик-отель «Эпок» дисплеи утаил. Возникать они будут как официант, по вызову, остальное время оставаясь неприметными. У водителя в руках руль, полноценные педали, рычаги, кнопки. У пассажиров в гостиной за его спиной голосовой помощник, внимающий распоряжениям, исполняющий мечты и повседневные капризы. Концептуально исследуя пространство и комфорт, Азном предусмотрел автоматическую крышу, вежливо поднимающуюся над головой пассажиров при входе. В мире столь дорогих покупок ценится прямая спина. Эти клиенты не кланяются, не сгибаются. Автомобиль готов обеспечить им полагающееся величие. По технике Epoch гибрид. 4 мотор-колеса, аккумулятор, бензиновый V6 в роли генератора. Количество лошадиных сил – любое, какое назовет клиент. Стартовая аукционная ставка – 1000 лошадиных сил. На самом деле никакого Epoch не существует. Это проект, красивые картинки. Но чем сильнее землетрясение, тем выше цунами. Готовность ателье изготовить по индивидуальному заказу самый грандиозный автомобиль современности со своим гарантированным местом в истории вернула внимание к Италии, сформировала интерес к фирме Азном. Кстати, Азном – это Монца, наоборот, большой город в истории Италии, знаменитая гоночная трасса. 40 лет тому назад, в феврале 1986 года, на Чикагском автосалоне дебютировал джип с непривычным именем Wrangler. До этого момента фирма придумывала некрасивые аббревиатуры и обозначала модели междометиями и цифрами. Предшественник Wrangler неказисто назывался CJ7. Франсуа Кастанг, вице-президент концерна American Motor Corporation, отвечавший за проект, должен был создать абсолютно новый автомобиль, похожий на предшественника, будто это рестайлинг, а не новинка. То есть машина сразу должна была казаться традиционной, привычной, лишь слегка не такой, и если на глаз машина должна была показаться старой, то на слух должна была показаться новой. Поэтому от междометий фирма перешла к именам. Wrangler получился оглушительно не такой. Машина вызвала ярость. Ее возненавидели все, начиная от владельцев других джипов, заканчивая фирмой по пошиву одноименных джинсов Wrangler, которая подала в суд. American Motors взяла штаны без спросу, исходя из того, что автомобиль – это не джинсы, отрасли разные, само слово означает как раз то, что нужно, отлично характеризуя продукт и ковбоя, и скандалиста, и спорщика. Шины автомобиля тоже дали повод для повышенного напряжения. Goodyear Wrangler. Но Goodyear вовремя спросила у штанов разрешения. Джинсовая фирма взялась судиться с джипом, но в том же 1986 году сама сменила владельцев, и новые собственники, придя в недоумение, сразу прекратили тяжбу, увидев в названии машины отличный пиар. Камнем преткновения нового джипа стали фары и мотор. Публика не смогла смириться с тем, что фары стали прямоугольные. Негодование клокотало очень долго. Круглые фары воспринимались таким же незыблемым атрибутом, как 7 вертикальных прорезей решетки радиатора, и не подлежали переосмыслению. Но джип вернул их только при смене поколений, на следующей модели 1996 года. С мотором криков было не меньше. Предшественник имел в гамме V8. Для Америки это база, он полагается любой машине, им определяется полноценность конструкции. Wrangler дебютировал с рядной четверкой в 2,5 литра,
мощностью 117 лошадиных сил. Второй мотор в гамме и вовсе заставлял рыдать рядная шестерка 4,2 литра мощностью 112 лошадиных сил. Повеяло импотенцией, хотя фирма настаивала, что историей. Первый джип образца 41 года тоже комплектовался рядной четверкой, на которой провоевал всю Вторую мировую войну. Озадачили и коробки передач. С механикой все было нормально, пятиступенчатое, синхронизированное, но вот автомат, он почему-то оказался трехступенчатым. Даже 40 лет тому назад это выглядело недопустимой архаикой. В итоге по всем трем позициям – фары, моторы, коробки – поклонники марки почувствовали себя преданными и реагировали как дьявол на благовоние, извергаясь дольше обычного. Тем более, что фирма Jeep в 1981 году для рынка Австралии, то есть подальше от собственного дома, придумала модель CJ10 с прямоугольными фарами. 10-й CJ был нелепым, неприглядным, и фары у него стояли в крыльях, пародируя Land Rover. Клиенты сдетонировали сильно. Волна негодования поднялась невероятная. Джип косвенно признал неправоту, устыдился. С производства неказистую машину снял через 4 года, что в автомобилестроении и является признаком несомненного поражения. А затем почему-то через 5 лет вернул провальные прямоугольные фары на Wrangler. Вперемешку с этими скандалами скончался и сам концерн American Motor Corporation, входивший, кстати, в группу Renault. Единственным стоящим активом у него оказался бренд Jeep, которого в 1987-м охотно купила корпорация Chrysler. Новый владелец так долго вникал в дела доставшегося наследства и так опасливо приглядывался к джипостроению, что первого Wrangler оставил в покое и не поменял ему даже жуткую автоматическую коробку. Зато следующего Wrangler второго поколения, 1996 года, они делали с учетом пожеланий трудящихся, исправляя ошибки прежнего хозяина, получив в итоге привычную и понятную машину. Автомобиль стал выглядеть как надо, поскольку ему наконец-то вернули круглые фары. На что у нового хозяина Крайслера не хватило духу, так это на замену коробки. У второго Wrangler автомат остался все тот же, трехступенчатый. С ней забияка и скандалист Jeep Wrangler второго поколения въехал в 21 век, оказавшись автомобилем самой отсталой трансмиссией в мире. Кстати, междометия из двух букв в обозначении джипов никуда не ушли. Они стали внутризаводским кодом моделей. Первый Wrangler назывался YJ. Роскошь высокого класса – это возможность делать все, что хочешь, когда хочешь. Это не про Трампа, это про Genesis. В 2015 году корейская Hyundai взялась за люкс и от стандартного подхода, когда в гамме есть все полагающееся, от дешевого ширпотреба до дорогого эксклюзива, перешла к созданию свежего имени и новой рыночной позиции. Корейцы придумали красивое название Genesis, позвали лучших со всего мира и дали возможность творить без оглядки. Главный креативный директор компании Genesis Люк Данкервольке сформулировал точнее всех: «Мы работаем в фирме с безграничными амбициями». Все 11 лет фирма подтверждает, что разобралась в теме лучше других. Каждая модель Genesis побеждает в номинациях, берет призы, получает награды. Genesis как десятиборец, который в каждом виде спорта КМС. Любой автомобиль бренда отлично выглядит, отлично упакован, отлично едет. Стратегическое отличие корейской фирмы в том, что она точно знает свой следующий шаг. И этот шаг удивителен и парадоксален. Создав гамму седанов, следующим шагом стали кроссоверы. Надежный ход по расширению плацдарма. Дальнейшая задача – занять господствующие высоты. И здесь общепринятые шаги бесполезны, требуется удивлять. В 2025 году Genesis на Нью-Йоркском международном автосалоне показал концепт Grand Equator, огромного американца в стилистике и весовой категории субурбана и Range Rover. Но если во внедорожных способностях Range Rover есть сомнения, то Grand Equator замахнулся убедить всех во внедорожных способностях Гелендвагена. Умышленно созданный простаком, без вычурных деталей, автомобиль объяснился с публикой сдержанной цитатой из справочника аристократа:
Если у вас это есть, вам не нужно об этом кричать. Потом Genesis создал подразделение трековых болидов Magma. Тот же люкс, но самый быстрый на свете. Чтобы на кольцевой трассе проходить Апекс, сидя в кресле из Алькантары, приглядывая за биржевыми сводками. С этого начинал Бентли, когда в 20-е годы золотая молодежь выступала на гонках сразу после заседания правления банка. Следующий шаг – Genesis X Scorpio. Люксовый гоночный внедорожник для ралли-Дакар, замахнувшийся на конкуренцию с F-150 Raptor R. Разница в том, что один уже стал эталоном, второй только подал заявку, но есть основания полагать, что корейский «Скорпион» пойдет настолько далеко, насколько потребуется, чтобы в реальной жизни оказаться и в шоуруме ближневосточного дилера, и на пьедестале Дакара. Сделан «Скорпион» по максимуму. Он рамный. Раму себе мало кто готов позволить. И это говорит о готовности конструкции к огромным нагрузкам и сразу с каркасом безопасности, и 18-дюймовыми дисками с бэдлоками, и кастомными 40-дюймовыми внедорожными шинами, тормоза Brembo Motorsport, дисплей, он же планшет штурмана, гоночные ковши из замши с прострочкой, как говорит Люк Данкервольке, вдохновленный сегментированными лапами Скорпиона. Двигатель. Про современные моторы говорят стесняясь и вскользь, поскольку достижением считается экологичность, умение вползти на холм на одной капле бензина и желательно на подхвате у электромотора. У Genesis X Scorpio бескомпромиссный, бензиновый V8 объемом 6,7 литра, мощностью 1100 лошадиных сил. Это очень специальный двигатель для победы над Гретой Тунберг и бездорожьем, и следующего удара по Америке, и блистательного выхода на Ближний Восток. Арабские шейхи уже направили послов на переговоры, чтобы купить концепт и немедленно начать носиться по пескам Руб-эль-Хали. Не случайно корейцы предъявили Genesis X Scorpio на фоне барханов. Изначально бренд Genesis создавался корейцами, чтобы взять Америку. Подразделение Magma показало, что теперь на генштабовских картах Hyundai четко обозначена Европа и, в первую очередь, Германия с ее Нюрбургрингом. И вот теперь Скорпион для Эмиратов, Саудовской Аравии и прочего Катара. Отвечая вздрогнувшим конкурентам, давно освоившим и люкс, и внедорожную тему, Мерседесу, Рейндж-Роверу, Форду, Джипу, Люк Данкервольке отрезал: «Все уже сделано». Audi умеет делать очень скучные автомобили. Чтобы зевок не вывихнул челюсть, Audi иногда меняет дизайнеров. Крис Бенгл сказал про Audi: «Сосиски разной длины». Когда немцы понимают, что сосиски нравятся только им, они зовут на помощь итальянцев. В Италии дизайнеры не заканчиваются никогда, как и сосиски в Германии. Новый дизайнер Audi Массимо Фраскелло закончил Туринский институт прикладных искусств и дизайна, карьеру начал в самом правильном месте в мире – Бертоне. Затем работал в Форде, на Kia, Jaguar Land Rover. Пришел в Audi, смастерил концепт C, он же будущий Audi TT, и запретил дисплеи размера XXL. Отказ от модного в угоду здравого – это не штрих к портрету, это грамотная позиция человека со вкусом, старающегося привить это понимание немцам. Дисплей дикого размера в автомобиле – технология ради технологии. Клиенты такое не заказывали. Это неумная идея недалеких менеджеров, не понимающих, что во всем нужно соблюдать чувство меры, даже в чувстве меры, в котором нужно соблюдать чувство меры. Новый Mercedes GLC получил экран с диагональю 39 дюймов, 99,3 сантиметра, почти метр. Победить им китайцев не получится. Аннулировать остатки здравого смысла – вполне. Поэтому Audi вместо телевизора доказывать неординарность собирается качеством и точностью, не прибегая к гирляндам и лампочкам. Поскольку будущее у всех туманно, фирмы пытаются ценить прошлое. Они начинают обожать собственную ДНК, окучивать генеалогическое древо, выпиливать лобзиком идолы для преклонения.
Массимо Фраскелло тоже получил разнарядку «Сиять заставить заново величественнейшее слово Ауди Кватро». Вроде бы подходящая машина, ну-ка нарисуй ее заново. Несмотря на долгие и повсеместные упражнения, заново войти в ту же воду смог только «Фиат» со своим новым 500-м. Ну и буквально на днях Рено со своей «пятеркой». У остальных полный провал. Не смог «Ситроен» со своим «Дэшво», опозорился Volkswagen «Жуком», беспомощно выступил «Мини». Массимо Фраскелло отказался. Удивленным немцам он вежливо ткнул в нос. Наследие может в лучшем случае служить отправной точкой для размышлений, но не прямым источником вдохновения. В этом и разница. Видя неспособность немцев понять прописные истины, Фраскелло издал руководство по дизайну под грифом ДСП и раздал всем начальникам для прочтения и, если повезет, осмысления. Зато требования нарисовать кенгуру быстро стихли. После чего Фраскелло замахнулся на святое и прекратил наследие великого Вальтера де Сильвы и его однокадровую решетку радиатора Single Frame. У автомобиля решетка – самый важный элемент, формирующий образ. Стиль строится вокруг него. Со времен Вальтера де Сильвы решетка Audi была широкой, незыблемой. Предполагалось, что через века она станет столь же фундаментальной, как у Мерседеса. Массимо Фраскелло облик концепта Си построил вокруг новой решетки, вертикальной и нарочито узкой. Глядя на нее, скептики осторожно зиганули. Директорат принял к сведению, что теперь все Audi станут примерно такими. Продолжая теребить попавшего в руки итальянца, немцы попросили Фраскеллу помочь с Китаем. Китай – кормящий рынок. Проблема в том, что китайцы любят уродов. Им нравятся страшные лица и длинные, как такса, кузова. BMW бросилась потакать, угождать, вывернув ноздри наизнанку, получив отвращение всего мира и хорошие продажи в Китае. Чем может пожертвовать Audi, угождая людям с инвалидной красотой? Массимо Фраскелло предложил не позориться и уродовать не Audi, а специальный суббренд, создав для Китая другое имя. Именно так родился исключительно внутренний китайский бренд, который называется 4 буквами Audi, но не имеет 4 колец. Федот урод, да не тот. И когда от Фраскелло наконец-то все отстали, он углубился в работу, продолжая создавать предстоящий модельный ряд, взяв за точку отсчета понравившийся начальству, ну и зрителям, сдержанный концепт Си. Объясняя дальнейшие перспективы, Фраскелло говорит, что будущие Audi ни в коем случае не станут злоупотреблять технологиями, которые прочие производители пытаются выставить на показ, выстраивая привлекательность товара вокруг инноваций. Audi должна оставаться красивым автомобилем с хорошей начинкой, но без экспериментов над человеческими привычками. Там, где всегда был рычаг, у Audi останется рычаг. Там, где всегда была физическая кнопка, настоящий тумблер, механический переключатель, там их и найдут. Исследования показали, что соотношение предпочтений между экстерьером и интерьером составляет 51 к 49. То есть с очень небольшим перевесом покупатели хотят красоты внешней, а не внутренней. Поэтому Audi будут состоять не из отдельных элементов, а из единого дизайнерского решения, формирующего стилистику всего модельного ряда. На самом деле это означает, что Массимо Фраскелло завершает период Вальтера де Сильвы, из-за которого внутри бренда Audi стали сосисками разной длины, а внутри концерна их путают со Шкодами и Фольксвагенами. Теперь перестанут. Добро пожаловать в музей, автомобильный музей Вильнюс. Хочу вам представить, что теперь нового у нас в автомузее. Один, наверное, из самых интересных из таких исторических есть два Мерседеса, которые 143 кузов, оба сделаны в 1939 году в Германии. Оба проданы в Германии для промышленников, и оба эти машины стали как трофеи. Но как в жизни человека бывает, куда попадешь, так и этим автомобилем тоже. Судьба была такая, что один попал в Скандинавию, и всю жизнь он не был изнасилован такой и остался в оригинальном состоянии, как и только надо было реставрировать. А другой имеет очень интересную историю, потому что он попал в Советский Союз.
По рассказам продавца, который нам перепустил эту машину в Татарстане, эта машина была подарок Сталина Константину Симонову. И когда Константин Симонов, писатель, получил советский автомобиль, он в комиссии эту машину продал его отцу. Отец беседовал с писателем и работал в Татарстане и, приехавший в Москву, купил этот Мерседес. Перевезший этот Мерседес в Татарстан, ему было холодно, он сделал жесткую крышу ему. Когда сделал жесткую крышу, очень маленький был окно, заменил на москвичевское окно. И потом эксплуатировал каждый день этот автомобиль и вышел из строя автомобильный мотор. Заменил на волговский, ясно, потому что ты разъезжаешь с Мерседесом, написал, что это Мерседес на этом волговском, на фильтре написано. И потом при эксплуатации этого автомобиля сгнили крылья. Он сделал из пластика переднее и заднее крыло. Ясно, вышла вся оптика, так, как видите, это от грузовика фары, от других стекла, от демократической, наверное, Ватбурга, сделано ГАЗ-51, задние фонари, задний диск это уже Победа, ГАЗ-69 шина, чтобы лучше ехать и было сцепление при снег, когда чтобы ехать на снегу. И ясно ему, потому что эксплуатировали каждый день, надо было везти что-то в сад. Он сделал фаркоп, освещение от Жигуля, жигулевские сиденья, когда надо, уже сгнили, эти старые немецкие положил. И ковер ему не такой нужен был в Сибири, в Татарстане, так он взял, выложил это все линолеумом. И что, знаете, при каждой езде эта машина, что выходила из строя, были заменены другими. Это очень хороший пример, как в жизни человека, когда, знаете, ты живешь там, где можно что-то заменить оригинальными запчастями, и этого, что когда всегда не хватает чего, ты выходишь из этого положения, приспосабливая другие детали. Вопросы, ответы, реплики наши любимые. Слабаки не уймутся. Им неприятно, что другие могут. Не сильные не только вождением, но и умом. Слабаки и со второго раза не поняли, что подобное мастерство – залог безопасности. Умение в повороте выставить машину в управляемый занос. Спасает. Этому надо в автошколах учить. Но слабак знает, что ему слабо. Станислав Усынин. Анекдот дня. Я заправляю свой электромобиль за 500 рублей, а ты свой бензиновый за сколько? А я за 3 минуты. Саур Хуфс. В возрасте 6-7 лет я управлял трактором, зеленым белым кировцем. Мне нужно было вести трактор по полю, следить, чтобы он ехал прямо, а в это время закидывали картошку в кузов. В возрасте 7-8 лет я управлял погрузчиком. Где-то в поле большую кучу навоза скинули. Вот навоз нужно было закинуть в прицепы. Я легко овладел рычагами, движением вперед-назад, поднимал-опускал. С детства водил фуру, начиная с сидением на ногах отца, потом, когда повзрослел, уже сам. Не было вопросов с повышенными пониженными передачами, с половинками. Раньше не было так много бдительных граждан, не было камер. Можно было многое делать того, что сейчас будет делать опасно для жизни. Ребенка отберут, родителей привлекут. На сегодня все. До свидания.